Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим такую тему. Зачем вы ему? Вот честный ответ. Зачем вы этому мужчине? Задумайте, загадайте мужчину. Для кого? У кого непонятные отношения, у кого вы не понимаете, что будет дальше. Итак, давайте начинать. Напишите под видео цвет глаз, цвет волос, знак зодиака. Можете поставить смайлик, сердечко, цветочек, написать комментарий. Можете написать «принимаю», если видео понравилось, хотите, чтобы проигралось. Кто он? Кто он, кто вы и что между вами. Ну, смотрите, между вами расстояние, возможно, расставание. Возможно, вы расстались ненадолго. Да, просто поездка какая-то у кого-то, командировка, еще что-то, еще что-то. Ну, вот такая ситуация. Вы для мужчины очень манкая, очень интересная, очень яркая женщина. Возможно, вы просто, да, вот огненных знаков, и он знает, что как бы вы такой человек очень темпераментный, очень вспыльчивый, что на уме, то и на языке, и как бы за словом в карман не лезете. Ну и тем не менее, знаете, вот такой человек, к которому люди тянутся, возможно, за вашу прямоту, за вашу харизму, за то, что вы настоящая. Он человек солнца, он тоже с характером, между прочим. Он тоже с характером и как бы может быть очень интересный, очень красивый лидер. Может любить комплименты, публику. Кстати, у него может быть связана его работа с каким-то искусством. Ну, вот, знаете, организатор концертов или еще что-то, или еще что-то. Сам участвует в чем-то. Ну, вот человек искусства может быть очень часто, да, то он. Есть обида между вами. Да, мужчина, вот смотрите, пара, вы и он. У вас, возможно, такие, знаете, итальянские страсти. Кстати, по солнцу может быть очень красивым, интересным мужчиной. Талантливым, может играть на каких-то инструментах хорошо музыкальных, рисовать. Петь, стихи читать. Ну, то есть есть какой-то талант у человека. Этот талант может связан даже быть с его профессией. Ваши отношения для него нелегкие, есть и ревность, потому что он считает вас красивой женщиной. Возможно, потому что вы независимы от него, да, вот королева жезлов. Он привык к тому, что девушки смотрят ему в рот, а вы не такая. Вы считаете, что он вас в чем-то обманывает. Возможно, у него много поклонниц. И чувствуете в этих отношениях себя очень одиноко. Ну, возможно, да, и ваша работа или его работа связана с постоянными отъездами. Приехал, уехал, да. И вы вот чувствуете себя в этих отношениях одиноко. Мешает всему это расстояние, которое все время между вами. И это уже достаточно давно происходит. И, ну, если работа связана с этим, есть любовь, но все это сложно. И, в общем-то, картинку очень сильно портит это расстояние, расставания бесконечные. И мужчина ревнивый, все время выясняет отношения, все время как бы пытается показать, что он главный в отношениях. Ну, какая-то вот такая ситуация, потому что Солнце – это, конечно, мужчина-лидер. Давайте посмотрим, что в мыслях. Что в мыслях? Что у нас в мыслях? Ну, он ценит вас. Вы для него знаете как приз. Возможно, он долго вас добивался. Возможно, действительно, да, вот у вас характер и высоко поднята планка, и не каждый мужчина сможет быть рядом с ним. Вы для него знаете, вот женщина, которая подчеркивает его статус. Возможно, действительно, вы очень хороши собой тоже, да, и вы шикарная пара, и когда на вас смотрят, думают, вот какая женщина, да, ему досталась, какую женщину он может удерживать рядом с собой. Это для него тоже очень важно. Хотя он считает, что у вас запросы, конечно, да. Хотя вы можете так и не думать. Но вот это его мысли. Ну, тут опять какие-то то ли сцены ревности, то ли выяснение отношений были. Какой-то разговор тяжелый был или предстоит, да. И вот он об этом все время думает. Возможно, да, действительно что-то нужно выяснить. И вы закрываетесь от него, он закрывается от вас, возможно, да, для того, чтобы не поругаться. И он думает об этом все время. Есть что-то такое по 5 мечей, что его беспокоит.
Ну, кстати, ну, вот он может сам себя накручивать этой ревностью, да, может еще что-то быть. А может вообще все хорошо, но человек в принципе ревнивый, да. Что в чувствах? Есть любовь. Но есть и бесконечные терзания и метания, да. И вот есть, знаете, возможно, действительно мужчина все время заводит себе какие-то отношения на стороне. На стороне. Это могут быть даже просто переписки. Вот знаете, ему нуждается вот в этой женских комплиментах, в том, чтобы ему пытались понравиться. Ему очень важно быть в центре внимания. Есть любовь к вам, но есть и еще что-то, то, что омрачает ваши отношения и то, что очень сильно их тормозит. Либо это, знаете, вот он любит, как говорится, приударить за женщинами, любит ухаживать и считает, что нет в этом ничего плохого, я же черту не переступил. Или это действительно переписки с женщинами, которые тоже ему нужны, и как бы он говорит вам, а что тут такого, я же с ней не сплю, ну я мало ли что я ей пишу. Такое тоже может быть, и это вот мешает, очень сильно мешает. А что он к вам чувствует? Ну, у вас очень напряженные отношения на данный момент. Произошла какая-то ссора по башне. Вы для него важны и нужны. После этой ссоры, скорее всего, вы замолчали. Просто устали от этих отношений и просто замолчали. Но мужчина едет и к вам, или идет к вам, или будет вас добиваться, он будет пытаться возобновить отношения, потому что вы для него ценная женщина. Зачем вы ему, да? Давайте посмотрим. Вот зачем вы ему по-честному, честный ответ. Скажите нам, пожалуйста, зачем вы ему, зачем эта женщина нужна этому мужчине, да? Насколько серьезно он к ней относится. Зачем вы ему? Мужчина запутался. Эти постоянные какие-то, ну, действительно, вот свидания, встречи, постоянные какие-то легкие, вот эти вот, легкий флирт. Но в сердце вы одна, да, несмотря на то, что действительно он очень ранит вас, вы очень сильно переживаете из-за вот этой его несерьезности. Но в душе он вас любит. И действительно сам глубоко переживает, когда вы, то, что сейчас произошло, то, что сейчас вы хотите разорвать эти отношения. Зачем же вы ему нужны? Зачем вы ему? Я ее люблю, говорит. Я злюсь на нее за то, что она не принимает мои условия игры. Но я очень ее люблю. Я знаю, что я дурак. Я знаю, что я веду себя неправильно. Но мне без нее плохо. Мне без нее плохо. Она нужна мне. А к чему тогда все вот эти переписки, все вот эти вот непонятные отношения? Ну, мухи отдельно, котлеты отдельно. Она нужна мне, она моя женщина, я не хочу ее терять. А все, что есть там, это все несерьезно. А для чего ты это делаешь? Это моя работа. Ну, может, правда, это у вас какой-то публично известный человек? Не пойму. А любишь ли ты ее? Любишь ли ты ее? Между нами сейчас расстояние. Я готов все менять, я хочу все изменить, но пока у меня ничего не получается. Она изменила меня, и я понимаю, что я не прав. Все сложно. Я не хочу ее терять, она моя звезда. Вы знаете, вот вы для мужчины действительно как бы желанная женщина, самая лучшая женщина. Но почему-то он не может отказаться от своего образа жизни. Почему? Напишите, может, действительно публичность какая-то, и как бы это
какие-то переписки, какие-то встречи, какие-то свидания. Это действительно нужно по работе. Но я не пойму, честно говоря. Напишите, кто ваш мужчина. Или просто он, знаете, не может расстаться со своим гаремом, как говорится, да. Даже если это гарем по переписке. Потому что там он чувствует себя, знаете, как петух в курятнике. Ему нужны одобрения, ему нужно, чтобы его любили, чтобы его добивались. И для него это уже, знаете, как очень сильная привязанность, от которой он не может избавиться. Пишите, какая у вас ситуация. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока.